Приветствую, друзья! Пока англосаксы пытаются хоть как-то остановить русскую армию на дипломатическом поприще, мы видим, что фактически русская армия продвигается вперед и, кстати, очень хорошими темпами. Ну и натовские наемники вынуждены это дело подтверждать. Ну и, конечно же, каждые сутки уничтожается очень большое количество вражеской различной техники. Ну и, естественно, дроны камикадзе в этом вопросе играют сейчас ключевую роль. И на кадрах можно заметить, насколько качественно работают наши операторы дронов по всей линии фронта. При этом интересный аспект. Натовские наемники даже подсчитали, сколько конкретно авиабомб с модулем коррекции планирования упало на их головы фактически за прошлый месяц. И фактически 4,5, почти 1000 авиабомб конкретно использовал ВКС РФ. И это, знаете, очень суровые цифры. И, конечно же, эти все авиабомбы, как можно заметить на различных видео, попадают четко в цель. Потому что все-таки с модуль коррекции планирования сейчас отработан настолько, что натовская система РЭП его попросту не берет. Именно авиабомбами с модулем коррекции планирования фактически до основания сожгли здание Херсонской администрации, которое использовалось натовской ЧВК ВСУ, и буквально потушить его смогли только вчера. И, собственно, можно заметить, что от него осталось. Ну и, конечно, сейчас в принципе, объекты натовской ЧВК ВСУ в Херсоне просто методично уничтожаются, и причем не только авиабомбами с модулем коррекции планирования, и поэтому, очевидно, очень скоро, я думаю, что процессы по освобождению Херсона также могут быть запущены. Каждые сутки фактически более сотни ударов дронами камикадзе Герани не только наносятся на большую глубину фронта, и, конечно же, режимники Зеленского и его западные хозяева по этому поводу слишком переживают, потому что каждый день фактически обнуляется военный потенциал их натовской частной военной компании, которая по недоразумению до сих пор называется Вооруженные силы Украины. И, конечно же, эта вся история им категорически не нравится, и они пытаются дать хоть какую-то ответку, и поэтому уже приспособили Старлинки для того, чтобы дроны имели большой радиус действия. Ну и на фоне саммита ШОС, конечно же, режимники Зеленского решили все-таки хоть как-то, знаете, выложить какое-то видео с какими-то успехами, так сказать, и выложили в конечном итоге видео, где один дрон бьет, собственно, по вертолету нашему на крымском аэродроме, но фактически попадает в лопасть вертолета, и таким образом, собственно, вертолет получил незначительные повреждения, там просто заменят лопасть, ну и, собственно, немножко заделают различные там царапины на корпусе. Ну а второй дрон также, собственно, попытался атаковать наш вертолет, но просто упал перед вертолетом, и на кадрах это также можно заметить. Для того, чтобы хоть как-то сделать какую-то перемогу, уже даже выложили режимники Зеленского атаку буксира некого в Крыму, но также непонятно, насколько серьезно дрон там причинил какие-то повреждения. И по этим данным конкретно можем увидеть, что, конечно же, у западных спецслужб и у натовской ЧВК ВСУ каких-то существенных успехов очевидно нет. И в этом плане, конечно, нужно отметить это в первую очередь хорошую работу нашей российской ПВО, а также наших российских систем РЭП, которые работают очень и очень сурово. Параллельно с этим в недорейхе Зеленского очень внимательно смотрели, как с российского генштаба ведется трансляция различных там заседаний и так далее. И многие, знаете, задумались, почему, собственно, в генштабе России висит очень своеобразная карта бывшей Украинской Советской Социалистической Республики с определенными границами, куда, конечно, входит и Николаевская область, и Одесская область. И в этом плане в недорейхе это уже вызвало серьезные опасения и скандал, что, мол, оказывается, там едино говорят только за Донбасс. Ну, а получается у Генштаба, собственно, другие карты и, судя по всему, другие планы. Ну, а на международной арене мы видим, что Китай главенствует на саммите ШОС. И, очевидно, это такое, знаете, очень серьезное событие глобального масштаба, потому что туда съехались очень серьезные люди. И помимо Владимира Владимировича и Си Цзиньпиня, туда также приехал и премьер-министр Моди индийский, ну и много-много других интересных
разных людей. И фактически по кадрам с саммита ШОС очевидно, что все вот эти потуги и истерики западных журналистов в отношении некой международной изоляции России, это все-таки из мира фантастики и шизофрении. Ну и очевидно, было очень много интересного сказано на этом саммите, потому что фактически вот цивилизованные страны обозначили, что нужно строить параллельную финансовую инфраструктуру и в том числе депозитарии. То есть таким образом мы видим, что саммит ШОС – это некая такая основа. И уже объявили о том, что будет специальный банк ШОС, который, конечно же, будет функционировать, абсолютно наплевав на западную банковскую систему, через которую, конечно же, страны НАТО фактически проецируют свою мощь и таким образом блокируют нормальные, даже безграничные расчеты. И в этом плане сейчас мы видим, что и Китай, и Российская Федерация, и Индия, и много других стран в этом конкретном банке смогут себе спокойно проводить свои расчеты и таким образом вообще не зависеть от западных различных институций. При этом стоит заметить, что не случайно сказали также и за депозитарий, потому что для финансовой системы депозитарий это просто очень ключевая такая тема. И если вот получается основной депозитарий западных стран, особенно вот Евросоюза, был в Бельгии, и там заблокировали львиную долю российских активов международных, то сейчас фактически вся вот эта история с депозитариями постепенно, знаете, перекочует в Россию, в Китай и в Индию. И таким образом, когда будет независимый уже депозитарий от западных стран, то это обнуляет, в принципе, возможность западных стран спекулировать своим вот доминирующим положением на финансовом рынке, потому что сейчас это положение просто обнуляют путем взаимодействия Китая, России и Индии. На этом плохие новости для Вашингтона и Лондона не заканчиваются, потому что Китай фактически выступил с инициативой глобального управления. И, конечно, в рамках вот китайской такой модели общей судьбы человечества сейчас вся эта история будет двигаться. И, собственно, Китай уже много лет обозначает такой формат взаимодействия с другими странами, как некую такую общую судьбу человечества и так далее. Но сейчас мы видим, что впервые это озвучено на вот подобного рода центральном вот мировом мероприятии. Ну и впервые фактически сейчас Владимир Владимирович обозначил позицию Российской Федерации по этому поводу. Это означает, что очень даже может быть, что вот глобальная система управления будет строиться в первую очередь на Китае, России и Индии. Ну а западные страны вынуждены будут подстраиваться. Давайте послушаем в отношении того, как Путин ответил на конкретную инициативу Китая о создании вот структуры глобального управления. Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпиня и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья. И думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН, была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности. Фактически сейчас Китай, Индия и Россия обозначают тренд на создание более справедливой модели мира. И, очевидно, Соединенные Штаты Америки и Британию эта модель, ну, мягко говоря, не устраивает, потому что десятилетия фактически вот англосаксы задавали повестку и фактически вот считали себя неким таким глобальным центром управления, которому все должны подчиняться и беспрекословно выполнять все хотелки из Вашингтона и Лондона. Но сейчас мы видим, что этот центр, собственно, вот, глобального управления перемещается через «не хочу англосаксов» конкретно в Пекин, в Москву и в Дели. Поэтому, очевидно, истерика в США и в Британии просто гарантирована. И, конечно же, добровольно и без какой-либо войнушки англосаксы вряд ли эту, собственно, инициативу будут пропускать. И поэтому, очевидно, военное противостояние в какой-либо точке мира между Китаем и
англосаксами, это просто неизбежная история. И, конечно же, англосаксы уже подготовили такую площадку для столкновения. Это, конечно же, Тайвань. Примечательно также, что на саммите ШОС конкретно премьер-министр Индии обозначил свое дружеское отношение с Владимиром Владимировичем. И, конечно же, в социальных сетях индийский премьер радовался тому, что ему удалось встретиться с Владимиром Владимировичем, ну и, собственно, прокатиться вместе на правительственной машине российской Аурусе. Ну и поэтому уже истерика, опять же, стоит и в СМИ Рейха, и много где еще, потому что сейчас, конечно же, такой союз таких мощных держав Индии, Китая и России, ну и, конечно же, сюда в купу сразу идет и Бразилия, и Иран, и Вьетнам, много других еще государств. Это объективно сейчас формируется та сила, которая в действительности может просто обнулить потенциал западных стран. И забавно то, что на этом фоне Трамп начинает истерики опять же включать в социальных сетях и рассказывает, что Индия упустила свой шанс, значит, отменить американские пошлины и так далее. Но саммит ШОС показывает, что Индия абсолютно плевать на пошлины США, потому что общая позиция Индии на создание все-таки уже более справедливого мироустройства и формирование некой уже справедливой, адекватной системы такого глобального управления. Это решение было принято давно, и, конечно же, США и Британия в это решение не вписываются. Западная пресса на этом фоне уже пишет различные статьи, мол, смотрите, Китай кидает вызов США и так далее. И здесь все-таки на самом-то деле никто вызов никому не кидает. Просто цивилизованные страны объединяются для того, чтобы противостоять террору и насилию, которое англосаксы фактически транслируют уже более 30 лет. И, конечно же, система такого глобального ограбления, она, мягко говоря, несправедливая. И поэтому здесь можно отметить, что фактически никто никому вызов уже не кидает, уже просто действует для того, чтобы международного коллективного террориста в лице западных стран, в первую очередь США и Британии, просто ограничить настолько, чтобы террористические амбиции США и Британии заканчивались на, собственно, их территориальных границах. Хотят они уничтожать свое население, пожалуйста, но, тем не менее, грабить другие страны мира, конечно же, здесь никто не даст. И сейчас для этого объединяются самые ведущие экономики в мире. На этом фоне крайне комично смотрятся потуги Урсулы фон дер Ляйен провести переговоры такие публичные в Польше на фоне, собственно, стены с колючей проволокой, которую возвели западные страны на границу с Россией и Белоруссией. И, конечно же, эти все маркеры, они дают просто четкое понимание того, что Урсула фон дер Ляйен и, собственно, ее хозяева, это британская монархия, и американский олигархат, это все уже фактически маргиналы, которые сейчас своими действиями просто еще раз доказывают, что Китай, Индия, Россия, Иран, Бразилия и многие другие страны приняли абсолютно правильное решение, когда уже строят систему глобального управления без этих фактически международных террористов, которых сейчас, конечно же, будут добровольно-принудительно заставлять все-таки жить по средствам и, собственно, ограничить свои террористические аппетиты. Интересная информация также приходит из Недорейха Зеленского, потому что там СБУ и полицаи заявляют, что они все-таки задержали того человека, который ликвидировал недавно Порубия, того самого негодяя, военного преступника, который причастен к развязыванию гражданской войны, сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе и не только. И, конечно же, чтобы сейчас не понапридумывали пропагандистские СМИ, телемарафона Зеленского, очевидно, что этот персонаж заслуживает как минимум серьезной государственной награды, потому что все-таки с учетом объективной такой гибридной войны с блоком НАТО, ликвидация такого высокопоставленного нациста, на руках которого просто огромное количество крови, расстрелов мирных людей и так далее, это, конечно же, очень серьезный поступок, который обязательно должен найти свое отражение в дальнейшей серьезной позитивной перспективе данного человека.
Ну и для понимания того, что уже из себя представляет Зеленский и его хозяева, вот обратите внимание, что недавно недофюрер открыл кладбище под Киевом, ну и такое, знаете, самое большое, которое на более чем 120 тысяч посадочных так называемых мест для натовских наемников из ЧВК ВСУ, и торжественно Зеленский приехал, открыл кладбище и похоронили там первую партию натовских наемников. Ну и вот уже фактически на следующий день местные жители просто сняли видео с этого кладбища, и, как и говорили, собственно, местные жители изначально, это все болото, и конкретно сейчас фактически натовских наемников, вот этих 120 тысяч, которых Зеленский вот решил хоронить под Киевом, конкретно на этом кладбище, то это фактически вот четкое свидетельство того, что режим Зеленского своих вот этих вот натовских наемников будет хоронить в прямом смысле слова в болоте, потому что на видео можно четко заметить, какой уровень воды в принципе на этом кладбище, и что будет с вот этим трупным смрадом, который будет там разливаться, когда там будут тысячи трупов разлагаться в этом болоте. Это, конечно же, история, знаете, ну просто говорит сама за себя. И тут нужно понимать, что Зеленский и его хозяева прекрасно знали, что это болото, они специально выбрали такую территорию, чтобы там вот просто похоронить в этом болоте более 100 тысяч славян, ну и, конечно же, родственники всех вот этих 100 тысяч, вернее, более чем 120 тысяч, будут просто приезжать на вот это болото, где будет просто стоять невероятный смрад, трупный от всего этого, знаете, перегнившего вот то, что в земле, и в этом плане это просто будет вызывать ужас у вот этих вот сотен тысяч конкретно вот родственников погибших натовских наемников. Это просто такая, знаете, издевка получается Зеленского и его хозяев в отношении тех погибших, которых сейчас вот фактически загнали добровольно-принудительным порядком в натовскую ЧВК ВСУ умирать за блок НАТО. И, очевидно, эта история очень серьезная и с очень глубинным подтекстом. На этом фоне режим Зеленского в очередной раз разрешил евреям в Умане праздновать, и туда съедутся десятки тысяч евреев, и несмотря на то, что для обычных бесправных рабов, конечно же, праздновать запрещено, и никакие праздники там не проходят, но мы видим, что для евреев отменяют все там эти законы натовского недорейха и дают полный зеленый свет. И если вот раньше еще, знаете, многие там в СМИ писали, что нет, вот на этот год обязательно отметят, вернее, отменят празднование вот для евреев, чтобы не было этого массового заезда, там десятков тысяч хасидов вот в Украину Зеленского, но мы видим, что ничего не отменили, и, собственно, евреи поедут праздновать себе. Ну и это, в принципе, знаете, вот я думаю, что история, она четко показывает, какие все-таки тренды сейчас вот превалируют на оккупированной фактически блоком НАТО территории. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка по традиции находится в описании под этим видео. До скорого!